Председатель партии «Республика» Арам Сарксян дал очередное интересное интервью, из которого я бы выделил два важнейших момента. Первое. Армении нужны гарантии западных партнеров, и лучшая гарантия – скорейшее проведение референдума о вступлении в Евросоюз и затем подача заявки на вступление. Алиев, который с подачи Путина замышляет новую агрессию против Армении, много раз подумает, прежде чем начинать войну против страны, где большинство населения проголосовало за вступление в ЕС и подало заявку. Все это желательно сделать до выборов президента США. Второе. Запад лоббирует проект транспортировки туркменского газа через Азербайджан, Армению и Турцию, и здесь складывается уникальная ситуация, когда интересы Армении и Турции совпадают. Конкретно Армении это сулит многомиллиардные прибыли. Однако для Алиева такой проект неприемлем, поскольку прохождение лоббируемой Западом трубы по территории Армении, скорее всего через Мегри, перечеркнет экспансионистские планы Баку. Для России по понятным причинам этот проект тоже неприемлем. Блинкен подтвердил приверженность США заключению мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в своем микроблоге X о проведении продуктивного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Госсекретарь США подчеркнул твердую поддержку США скорейшему заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Напомним, что 10 июля Энтони Блинкен отметил, что обе страны близки к окончательному заключению мирного соглашения. Подобные бесконечные переговоры лишь подчеркивают нежелание Азербайджана подписывать соглашение с Арменией. Затягивание времени – это стратегия Баку, сигнализирующая о наличии силового метода как единственно возможного способа урегулирования конфликта. Остается лишь надеяться, что в кулуарах власти Армении это осознают больше, чем никто другой, и ведут подготовку боеспособности вооруженных сил к возможным столкновениям, так как введение санкций со стороны западных стран, как полагают эксперты, возможно лишь при наличии реальной эскалации. И снова Орда бомбит. Из северных болот идет жесткий вой по отношению к Армении. Итак, что на этот раз говорят в Москве-Баде? В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками Альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления. Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – это стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, в ущерб в том числе собственной безопасности. Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью. В Армении предпочитают наращивать взаимодействие со всеми, потому что Армения диверсифицирует, в том числе, свою внешнюю политику ради своей безопасности и сохранения суверенитета, включая закупки вооружений или проведение совместных мероприятий боевой подготовки. Не нравится? Летят к чертям все ваши планы по уничтожению Армении. Только участие Армении вызывает ваше сожаление, а участие Азербайджана, а вход страны НАТО, Турции, в наш регион по устланной вами красной дорожке и все остальное, что не зависело от Армении, вызывает у вас поросячий восторг. Это не вопрос, мы знаем, что это входило в ваши планы. Вы настолько углубили свое сотрудничество с теми, чьей целью было и остается стратегическое поражение Армении, что в итоге докатились до совместной этнической чистки в зоне ответственности вашей страны. За прошедшие годы мы успели прекрасно понять, кто на самом деле дестабилизирует обстановку на Южном Кавказе, и почувствовали на своей коже,
катастрофический ущерб нашей безопасности, потому что она была связана с вами. Мы знаем ваше коронное, можем повторить, поэтому попытаемся этого не допустить. Даже не сомневайтесь, что знающие специалисты и политики в Армении все понимают и знают, вы, можно сказать, заставили нас понять, что Россия – это предатель. И да, когда мы что-то посвящаем Маше Захаровой, имеется в виду весь ваш коллектив, будьте добры, не повторяйтесь. Придется освежить память Москве, страдающей выборочной амнезией. Напомню, что 22 февраля 2022 года, менее чем за 48 часов до нападения на Украину, Путин подписал с Алиевым декларацию о союзническом взаимодействии. Пройдем по некоторым пунктам. Первый пункт. Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран. Это означает, что именно тогда Россия официально признала Арцах частью Азербайджана. Это было в феврале 2022 года, за 8 месяцев до встречи в Праге, которую Москва использует как универсальное оправдание своего предательства. Седьмой пункт. Российская Федерация и Азербайджанская Республика воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. То есть, когда Армения участвует в саммите НАТО или военных учениях со странами НАТО, это наносит страшный ущерб России. Страшно, очень страшно. Но когда ровно то же самое делает Баку, это никак не противоречит их договору от 22 февраля 2022 года, да? И где тут логика, спросите вы? А нет здесь никакой логики. Здесь только двуличие, трусость и предательство. России хватает смелости открывать рот только на Армению. Против всех остальных рот не открывается. Да, Галузин. Российская дипломатия не перестает удивлять своей беспримерной наглостью и цинизмом. Когда эти предатели открыто сотрудничают во всех областях с теми, чья цель – это уничтожение Армении, а не просто стратегическое поражение, мы должны молча смотреть и не выступать. Но если Армения ищет альтернативу предателям и вынуждена сотрудничает с теми, кому не повезло числиться недружественными России странами, Москва поднимает крик. А не пошли бы вы очень далеко и надолго? И еще, давайте вспомним один исторический факт. В апреле 1993 года Турция закрыла границу с Арменией и до сих пор держит ее на замке. Вот уже 31 год. Скажите, за это время Россия хоть раз выступила с критикой в адрес Турции? Хоть раз призвала ее пересмотреть свою политику по отношению к Армении и открыть границу? Никогда. Ни разу. Потому что России всегда было выгодно тупиковое положение Армении. России нужна слабая, уязвимая, легко контролируемая Армения. Но еще лучше отсутствие армянского государства. Основная зависимость от России заключается не в военной сфере, а в экономической. Чтобы избавиться от этой сильной зависимости, необходимо диверсифицировать торговые связи, что следовало сделать уже давно. Однако существуют многочисленные бюрократические препятствия. Статистика неутешительна. Из-за санкций против России многие поставки проходят через Армению, а потребность России в различных продуктах возросла, что привело к увеличению торговли до 7,5 миллиардов долларов. Наше правительство неоднократно обращалось за помощью к западным партнерам с целью сбалансировать торговлю с остальным миром. Наконец-то сейчас предпринимаются конкретные шаги для увеличения объема торговли с США. Если народ стремится к вступлению в ЕС, развитию и доступу к технологиям и тому подобное, то наши производители к этому не готовы, точнее не хотят. Они предпочитают выпускать некачественную дешевую продукцию с 300% наценкой, которую можно отправлять в СНГ страны. Переход на европейские стандарты будет болезненным, и совковым производителям придется столкнуться с большими трудностями. Подписывайтесь на наш канал,
и пишите ваше мнение в комментариях.